Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Здравствуйте, друзья! Вас приветствует канал Криптомиксер Михалыча. И сегодня мы рассмотрим технический индикатор SAR. Для хорошего восприятия включите субтитры. Для удобства в плейлисте находятся все видео по рубрике Futures. Параболик – интересный и непростой индикатор, который предназначен в первую очередь для оценки не просто движения цены, а того момента, когда цена вздумает развернуться. В сущности, именно поэтому он и называется параболик SAR, где SAR это Stop and Reverse, то есть остановка и разворот. Итак, заходим в меню технические индикаторы, основной, ставим галочку напротив SAR, сохранить. На графике появились линии из точек SAR. Индикатор Parabolic SAR – это эффективный индикатор, который применяют для определения точек трендового разворота и установки стоп-приказов. Его использование позволяет с максимальной точностью спрогнозировать состояние рынка, предшествующее резкой смене тренда – развороту. Индикатор представляет собой кривую параболической формы, образующуюся из точек, каждая из которых рассчитывается на основании значения соответствующей ей свечи. Говоря о процессе определения этих пунктов, нельзя не упомянуть такие понятия, как фактор и точка ускорения. Последняя представляет собой верхний экстремум при восходящем тренде и минимум при нисходящем. Когда происходит пересечение ценового графика и параболы, точки начинают образовываться с противоположной стороны. Это говорит о развороте тенденции или ее коррекции. И если поворот подтвердился, ценовые экстремумы и SAR обретают новые значения, а расчеты осуществляются заново. Вот основные принципы стратегии по параболическому SAR. Точки SAR ниже текущей рыночной цены указывают на восходящий тренд. Точки SAR выше рыночной цены указывают на нисходящий тренд. Открывайте позицию. Когда цена пробивает SAR, покупайте, если цена пересекается над SAR. И продавайте, если цена пересекается ниже SAR. Вы останавливаетесь и делаете разворот своей позиции, когда снова пересекает SAR. Если последний знак параболика почти касается свечи, тренд завершен. Многие трейдеры открывают сделку сразу после того, как точки SAR перешли на противоположную сторону. Специалисты рекомендуют подождать, пока тенденция не подтвердится как минимум 3-4 пунктами. Всегда существует вероятность того, что произошел не разворот, а коррекционное движение. В таком случае старый тренд продолжится, и вся стратегия игрока окажется основанной на ложном сигнале. При образовании новой тенденции ее силу можно определить по расстоянию между точками. Чем дальше они друг от друга, тем сильнее движение. Не рекомендуется входить в рынок, если тренд действует уже достаточно давно. Вероятность нового разворота или коррекции постоянно возрастает, поэтому существует риск внезапно оказаться против течения. Закрывать позиции – лучший момент, когда кривая вплотную приблизится к ценовому графику. Учитывая, что сигнал индикатора дается с опозданием, не стоит дожидаться окончательного пересечения. Это может привести к потере значительной части прибыли. А вот когда цена колеблется во флете, спешить закрываться не нужно, даже если индикатор подает отчетливые сигналы. Большинство этих сообщений являются ложными, поэтому реагировать на них можно только после того, как убедишься в наличии устойчивого тренда. Для выявления стабильной тенденции можно задействовать, например, полосы Боллинджера или обычные скользящие средние. На моем канале в плейлисте Фьючерсы вы можете посмотреть данные видео. Параболик часто объединяют с другими индикаторами, вроде MACD, Stochastic. Вывод. Как бы там ни было, параболик SAR можно смело считать одним из лучших на сегодняшний день торговых индикаторов для определения моментов закрытия позиций и установки стоп-приказа. В связи с этим рекомендую использовать систему не в качестве основного инструмента, а как дополнение к другим аналитическим программам. Спасибо, что были со мной. Не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал, а также присоединяйтесь в Telegram. Всего доброго, до новых встреч!